Приветствую, ребят, вы на канале Юра. Сегодня у нас очередной проект. Я купил этот второй гольф, где-то час назад. И с ним мы что-то будем делать. Сначала доведем до ума. И машина, честно говоря, почему я его купил? Потому что всегда на канале должен быть какой-то проект, который делается, дорабатывается, ну, технический такой конструктор, да и так повеселиться, поностальгировать, честно говоря, скажем. Вот, и гольфа у меня никогда ни разу не было в жизни, поэтому вот этот второй гольф я купил, и купил его в 3 раза дешевле, чем продал свой Passat B3. Passat продан, и нужен какой-то герой на его место. У меня гольфа никогда не было, поэтому это первый мой в жизни гольф. И я его уже назвал «Одноглазый Джо». Машина разобрана, она была подготовлена к покраске. Машина очень живая, потому что сейчас продается за $1000, это вообще кощунство. Там и дыры, и уже жуки на капоте, на крыльях, уже гниет то, что никогда не гнило. Когда-то у отца был бы второй, но чтобы у них крылья вот здесь гнили и капот наружу, никогда такого не видел на тех машинах. Сейчас, да, сейчас я ничему не удивляюсь. Но на тех машинах вот... Гольфы, пассаты вторые, никогда жуков не было таких. То есть, я к чему? Продают откровенный металлолом. Здесь машина переварена, обработана, ее осталось только что покрасить. Вот она и была подготовлена к покраске, но и продали из-за ненадобности, она уже не нужна. И я ее сразу же и купил. Многие не покупали, это надо красить, это надо делать, не хочется. Но самое главное, силовуха у нее целая. По двигателю. Двигатель 1.8, карбюратор, 90 лошадиных сил. Ну и в целом по движку и он бодренький. По тормозам ручник держит, все с ней хорошо. То есть технически в хорошем состоянии автомобиль. Но если что, то будем доделывать. В общем, претензий к машине никакой нету. Кстати, уплотнитель до конца не поставили после проверки пин-кода. Здесь никакой претензии машине и не выскажешь, потому что за ту сумму, которая она была куплена, реально продается откровенный металлолом. Здесь я ее сейчас обошел все. Ну что, новый герой канала. Одноглазый Джо. Можно вот так и назвать Одноглазый Джо. Задняя левая дверь заменена, потом она красная и рестовая, уже рестовая машина. 87 год, уже эти еще есть треугольники на дверях. То есть, короче, машинка так целенькая, живая. Ржи откровенно нет, нужен косметический ремонт, и все будет ништяк. Пороги все обработано, все сделано, блин. Шикарно. Вообще шикарно. Круто. Я на B3, на B4 в свое время хотел это сделать, так и не сделал. 2 комплекта. Вот, дверные карты привезены оттуда. И они чистые, красивые, надо помыть, конечно. А родные совсем не в цвет, скажем так. Не особо мне нравится. 2 комплекта дверных карт. Эти серые будут стоять, а эти либо на буханку, либо на память. Так что как-то так. Машина разобрана, готовилась к покраске. Так что вот так вот все. Из ништяков номера остались. Четкие номера. Почему? Потому что на ней 14, на Passat у меня 34, на буханке 54, на B4 был 64, на Аудюхе 84. Так что первое сочетание по порядку мы соблюдаем. Нету только 24, 44, получается 70 и 94. А так идем по нарастающей, номера соответствуют. Так что книжку даже мне на русском подогнали. Так что пацанский проект начинается. Из ништяков запуск кнопки тоже понтовей. Блин, надо руль поменять, этот руль меня вообще выбешивает. Все синее. Красная дверь не просто красная, это напоминание об B3. Особенный ключ, ностальгический, на B2 такой же ключ. Дверные карты красивые. Вот. Потому что оригинальные немного не совсем. Не мой цвет. Ну вот прошла неделя, я ее немного уже собрал, чтобы можно было ее внешний вид оценить, хотя смотрится она все равно не очень, но уже собрана.
Ей, конечно, требуется косметический ремонт, но в целом состояние ее хорошее. Когда я смотрел ее при покупке, кстати, осмотр будет на моем втором лайв-канале. Так что посмотрите там осмотр, подписывайтесь на мой лайв-канал, а также на канал в Телеге, потому что самый первый пост был именно в Телеге, что скоро новый проект. Там вся эксклюзивная информация, чтобы быть в курсе, подпишитесь на мою Телегу. И тут вы можете задать вполне правильный и логичный вопрос. Что ты с ней собираешься делать? Не знаю, сам не знаю ответ на этот вопрос. Но решил немножко поностальгировать, потому что гольфа у меня никогда не было. У бати был B2, тут дизайн дверных карт мне напоминает об B2, немножко такая ностальгия играет. И спорный момент, когда был B4 в свое время, мечтал о B6, там B3 эти. Хотелось избавиться от этих старых корчей, идти дальше, но со временем. Потом вот Audi есть на канале, это проект из дешевой Audi мы довели до нормального состояния, проект состоялся, потому что хитрые любят об этом поговорить. Также я нашел себе Mitsubishi в очень хорошем состоянии, пригнал, тоже есть обзор, отзыв на канале, посмотрите обязательно. Там реально классный автомобиль, я поменял только масло, а так она вся обслужена. Пыльники, рычаги, все новое, все класс, езжу, наслаждаюсь, но оторвался от тех и назад тянет, хочется покопаться. Ну, такой проект по доработке, по ремонту постоянно, тем более она гораздо дешевле моего B3, который я продал. Поэтому вопрос цены тут серьезно не стоял, она в 3,5 раза дешевле, как я уже сказал ранее. Поэтому для начала перекрасить ее нужно всю, а дальше по внешнему виду, ну, в идеале, конечно, какие-то диски и широкие бампера. Насчет дверей не знаю, потому что двери, они дорестовая, машина 87-го года, она дорестовая, с этими треугольниками на стеклах. У меня остался комплект от предыдущего владельца всех дорестовых молдингов, но я их ставить не хочу. Тем более задняя левая дверь сгнила, ее поменяли, поставили от рестовой машины. И тут я не знаю, либо снимать молдинг задней левой и не ставить их вообще, либо уже сверлить отверстия под рестовые молдинги, а потом, когда двери сгниют, хотя они обработаны, замовилены, переварены низы их, они в очень хорошем состоянии, ждать, пока они сгниют, и поставить уже рестовые двери, потому что эти, честно говоря, жалко выбрасывать. В хорошем они состоянии. И технически машина хороша, у нее все работает. Ручник держит, тормоза классные, ничего не течет, не капает. Охлаждайка, тормозуха, все на месте, все в уровне, масло в уровне, но масло все же поменял, потому что неизвестно, когда оно менялось. Сцепление, все отлично, все хорошо, все работает, ни подтеков, ни запотеваний, ни течи, ни парит, ни дымит она, ни коптит, ничего. Едет так бодренько, хорошо. Ну, 900 килограмм снаряженное состояние, так что не особо она тяжелая. Фары горят, поворотники, дворники, все работает, все, что должно работать, все нормально. И так поприкалываться именно, чем дешевле машина, тем увереннее езда. Вот для такого стиля так побеситься, погонять на ней прикольно. Когда смотришь на нее, кажется, что разваленный хлам. На самом деле это не так, потому что она переварена, обработана. Ну, осталось ее покрасить. Мы ее перекрасим. Будет она снова белая, но уже немного в другом цвете, в другом оттенке. Будет одного цвета, красивая. В общем, поработаем с машиной, а дальше будем думать. Я не знаю, что делать. Ну, конечно, доведем все, что нужно, сделаем. Дверные карты уже первое, что коснется изменений, потому что родной цвет, как я уже сказал, мне не особо нравится. А там, я не знаю, будем, наверное, искать широкие бампера, ставить на нее широкие бампера. Я не знаю, тут она с 4 фарами. Мне как-то больше нравится решетка с 2 этими крайними фарами основными и без значка Volkswagen, именно с сплошняком такая. Не знаю, может, такую решетку заморочусь найти, поставлю сюда. Широкие бампера, диски так, китайские BBS там покрасить, так под вид, ну, было бы, конечно, красиво и интересно. Так что такая техничка, рабочая машина, ну, посмотрим. И самое главное, хочется для канала, чтобы были разные ветки от обслуживания. Audi A4, Passat, это уже разный ценовой сегмент. Хотя B6 то же самое, что B7, поэтому вот получается, что можно купить от 8 тысяч там, до 12, и их обслуживание, эксплуатация, хотя ничего нового не происходит. Все, что уже нечего про них снимать, и они не так людям интересны. Mitsubishi тоже купил, катаюсь, наслаждайся, не паре, все хорошо. Он из Италии, зимы не видела машина. Кстати, в Телеграме вы видели, фотографии публиковал, все днище беленькое, все отлично, я ее обработал. И ничего тоже нового с ней не происходит. Поэтому должно что-то на канале происходить, с чем-то копаться, ковыряться. Ну, не знаю, мне это немножко тянет. Я решил, что это нужно вернуть.
И тем парням, которым, возможно, будет интересно, что можно купить за пару зарплат, потому что реально эта машина стоит несколько зарплат. Ну, у кого-то пол зарплаты, у каждого своя, но для молодых парней это пару зарплат, что можно купить. И реально это лучший вариант. Почему? Потому что их было бесчисленное количество, их очень много, этих машин. Они не такие дорогие, они простые. И когда всякие проблемы бывают, запчастей не хватает, на них запчастей всегда хватает. Все всегда есть. Плюс в Китае, помните, как я на своем B3 стрекозу поменял, у меня она сломалась, нашел новое, продается. Регулятор на печку новый купил, поставил. То же самое здесь, стрекоза, это все новое уже китайцы клепают, это все можно купить. И не так дорого, регулятор бушный на печку B3, B4 стоил 94 рубля, а на рынке бушка 80-120 рублей, а кто некоторые 140 просят. И я 4 месяца, даже больше, с ноября по апрель, вот я наездил, не сломалось, ничего, все работало, все прекрасно, отлично. А самое главное, еще заменю руль, потому что этот руль мне вообще не нравится, просто отвратительно. В общем, пока что так. Будем заниматься, будем информировать о ней. Я надеюсь, будет интересно, ну, хотя бы такие вот гаражные движения, гаражные такие серии вернутся на канал. На этом пока все, спасибо большое за внимание, ставьте лайки, делайте репосты. Счастливо, увидимся!